Rockstar Games. При этих словах на ум сразу приходят GTA, Red Dead Redemption, а у кого-то в голове всплывает Bully. И это справедливо, проработка миров у этой студии всегда на запредельной высоте. Однако в 2008 году Rockstar San Diego доказала геймерам, что по-настоящему живой открытый мир может существовать не только в экшене от третьего лица. Midnight Club Los-Angeles — это гонка, вышедшая в нужное время и для нужной аудитории. Серию почти всегда сравнивали с Need for Speed. И неспроста. Вторая, пожалуй, самая популярная у нас в СНГ часть, вышла аккурат рядом с первой Underground, и подземка ее просто затмила. Когда вышел Midnight Club 3, все гамали в Most Wanted и ждали Carbon. И здесь мне даже обидно, ведь тройка, на мой взгляд, самая сильная игра в серии. Но с выходом Midnight Club Los-Angeles ситуация изменилась. В 2008 году конкуренты на поле аркадных гонок выглядели слабо. Race Driver Grid, который пытался в симкаду, флаг в руки. Burnout Paradise, к нему любовь пришла позже, на старте фанаты его не взлюбили. А Need for Speed? Серьезно? Undercover до сих пор многие считают худшей частью в истории. Победить в этой битве было, откровенно говоря, нетрудно. Интересно здесь другое. Именно благодаря Midnight мы получили GTA 4 и GTA 5 в том виде, в котором знаем их сейчас. В этом ролике мы разберем, так ли хорош виртуальный Лос-Анджелес, как его хвалят другие обзорщики, как игра чувствует себя на консолях сегодня, как запустить ее на компьютере и причем здесь вообще серия GTA. Сразу сделаю небольшую сноску. У меня уже был ролик по всей серии, но там я рассказывал о франшизе в целом, и про эту часть вышло не очень подробно, по банальной причине. Я играл в нее слишком давно на момент написания того ролика, так что можете сначала чекнуть тот ролик для контекста, а потом возвращаться сюда. История началась в 1984 году, когда программист Диего Анджел основал Angel Studios. Сначала они делали графику для кино и рекламы, попутно создавая инструменты для 3D-рендеринга. Однако к середине 90-х студия переключилась на игры. Для своих проектов они создали внутренний технологический движок, который и использовали. Angel Game Engine. Именно этот движок в дальнейшем стал основой движка Rage. Именно на нем работали первые проекты студии. На этом движке студия сделала порт Resident Evil 2 на Nintendo 64, проект, который до сих пор считают небольшим инженерным подвигом. Огромную по меркам игру смогли уместить на картридж N64 с минимальными потерями. Параллельно команда работала над другими проектами вроде Test Drive Offroad Wide Open. Все это постепенно сформировало у студии умение строить большие игровые пространства и выжимать максимум из консольного железа. В 1999 году студия выпускает инновационную гоночную игру с открытым миром под названием Midtown Madness, которую издали Microsoft. Система свободного перемещения по городу и гонки через контрольные точки позже станут основой для серии Midnight Club. Примерно в это же время студия начинает сотрудничество с Rockstar Games. Их первым совместным проектом стала первая часть серии Midnight Club — Midnight Club Street Racing. Игра использовала схожие технологические наработки, что позволило создать открытый город без загрузочных экранов. На момент 2000 года это была одна из первых, если не самая первая гоночная игра в таком формате. Кроме того, Angel Studios помогали Rockstar с другими проектами. К примеру, в том же 2000 году вместе с Rockstar они выпускают внедорожный рейсинг Smuggler's Run. А также именно Angel Studios занималась портированием GTA 3 на первый Xbox. В 2002 году Rockstar покупает студию Angel Studios, и студия получает новое имя — Rockstar San Diego. После покупки Rockstar решили оставить команде направление, в котором она была сильнее всего — гонки в открытом мире. Так серия Midnight Club стала основным проектом команды. Вторая часть вобрала в себе все плюсы оригинала, стала масштабнее, а Midnight Club 3 по факту оказался кульминацией серии на 6-м поколении консолей. 3 города, наконец-то лицензированные машины и огромное количество реального тюнинга и стайлинга. Rockstar San Diego выжили из железа PlayStation 2 и Xbox Original буквально все, что могли. Для своего времени игра была технологически сложной. Несмотря на то, что игры продавались действительно неплохо, внутри Rockstar серия выполняла еще одну роль. Midnight Club фактически использовался как технологическая площадка, где тестировались большие открытые города без загрузок, высокая скорость перемещения по карте, система трафика, а также оптимизация стриминга мира. Все-таки главным AAA тайтлом Rockstar был, есть и будет GTA. Рассказывать подробно об истории серии сложно, и, честно говоря, это тема для отдельных авторов. Но важный момент здесь другой. 3D-вселенная GTA работала на движке RenderWare, технологии с
сторонней компанией Criterion Games, которая лицензировала свой движок разработчикам по относительно доступной цене. На момент выхода GTA 3 Rockstar еще не были тем гигантом индустрии, которыми мы знаем их сегодня, поэтому собственного полноценного движка у компании просто не было. Кто знает, возможно, мы до сих пор бы играли в GTA на Renderware, если бы не один важный поворот в индустрии. Renderware принадлежал студии Criterion Games, той самой, которую многие знают по серии Burnout. Изначально Criterion пришли в индустрию именно как разработчики ПО, а уже позже начали делать собственные игры. Однако в 2004 году, после всех перипетий, Electronic Arts покупает Criterion Games. Вместе со студией под контроль EA фактически переходит и движок Renderware. Rockstar не хотели зависеть от технологий, которые теперь принадлежали к прямому конкуренту, поэтому было принято решение создать свой собственный движок. Опираясь на технические наработки команд Rockstar, включая основу, а именно тот самый движок Angel Engine, так и появился Rage – Rockstar Advanced Game Engine. В 2006 году на этом движке выходит Rockstar Table Tennis, игра, которая демонстрировала физическую систему эйфория и новые возможности анимации. Амбициозная система была, очень надеюсь, что про нее вспомнят в GTA 6. А уже в 2008 году на Rage выходит GTA 4. Здесь связь Midnight Club становится особенно интересной. Опыт Rockstar San Diego в создании больших городов без загрузок, работе со стримингом мира и скоростным перемещением по карте оказался крайне полезным при разработке GTA 4. В каком-то смысле Midnight Club действительно стал одной из технологических ступеней, которые помогли Rockstar прийти к современной формуле GTA. Фундамент был заложен, Rage стал тем самым оружием, которое должно было вывести игры Rockstar на новый уровень детализации. Пока основная часть компании Rockstar работала над мрачным Liberty City для GTA 4, команда из Rockstar San Diego получила возможность создать самую амбициозную гонку в истории Rockstar. Изначально Midnight Club Los Angeles вообще не планировался. Третья часть задумывалась как своего рода финальная точка серии на 6-м поколении консолей, но успех игры и переход индустрии на новое 7-е поколение железа подтолкнули Rockstar к продолжению. Разработка стартовала примерно в 2006 году, вскоре после версии Midnight Club 3 Remix. В предыдущих частях серии городам не уделяли столько внимания. Хорошо это или плохо, решать вам. Но раньше у игроков было несколько зацикленных локаций, которые лишь имитировали мегаполисы. В LA акцент сместился чисто на Лос-Анджелес. Звучит странно, да. Rockstar San Diego пошли по пути, который дальше сами Rockstar начнут использовать во всех своих проектах. Больше и круче, но один. Продюсер Rockstar San Diego Джей Паник отмечал, Лос-Анджелес выбрали из-за его тесной связи с культурой уличных гонок. От фильмов по типу «Форсаж» до реальных ночных заездов. Именно в Лос-Анджелесе в конце 90-х и был бум стритрейсинга. Город воспроизвели в уменьшенном, но очень плотном масштабе. Известные достопримечательности даже для русскоговорящих людей узнаются здесь спроста. Пляж Санта-Моника с кольцом обозрения, вот эта вот канализация, серпантины с дорогими домами, гетто, которое чуть позже завезли с DLC, и, конечно же, холмы с надписью «Голливуд». С точки зрения дизайна трасс, это было гениальным решением. Срезки позволяют буквально запрыгнуть на теннисный корт, пролететь торговый центр насквозь или проскочить через киностудию. Тот самый переулок из ограбления ювелирки в GTA 5 здесь проносится на раз-два. Ты постоянно находишь закоулки, которые ломают маршрут и экономят секунды. В 2008 году это действительно удивляло. Но здесь же и кроется главная проблема игры. Она запредельно длинная, и из-за того, что город открыт сразу, без невидимых стен, ты от него очень быстро устаешь. Буквально за 3-4 часа ты успеваешь побывать везде. Гонки начинают строиться по буквально одинаковым маршрутам, и тебе становится скучно. В этом плане система из предыдущих частей, где тебя вознаграждали новым городом за прогресс, работала как отличный стимул. Здесь же этот побудитель пропадает. Да и, честно говоря, вот эта вот сероватая желтизна, присущая игре, очень сильно мылит глаз. Но давайте обо всем по порядку, а то я от истории разработки слишком резко прыгнул к самой игре. Чтобы поиграть в Midnight Club Los Angeles, сегодня вам понадобится либо относительно мощный компьютер, либо консоли PlayStation 3, Xbox 360 или современные консоли от Xbox, но игра там уже будет работать по обратной совместимости. Я, честно говоря, пробовал играть через эмулятор, и проект действительно можно запустить и пройти на ПК от начала до конца. Однако артефакты и заметный input lag сильно бьют по ощущениям. К тому же патчи на 60 кадров здесь работают специфически. Игра местами начинает просто ускоряться, так как физика завязана на фреймрейт. С другой стороны, эмулятор дает картинку в честном Full HD или 2К разрешении, и выглядит это действительно достойно. Однако, если вы все же хотите попробовать поиграть в игру в 60 кадров, то советую на эмулятор поверх поставить Lossless Scaling, программу, которая с помощью мощностей вашей видеокарты дополнительно дорисовывает кадры.
новые. То есть по факту у вас останутся все те же 30 кадров, но генерация дорисует их. Это уже, конечно, на любителя, но вот такой вот выход. В своем телеграм-канале я уже выложил готовый конфиг, который позволит минимизировать проблемы. Вам остается только найти образ игры, закинуть его в эмулятор, нажав вот сюда плюсик, и все. Если что, это все исключительно в ознакомительных целях. Конечно, ведь пиратство это плохо. К слову, если вы смотрите этот ролик спустя какое-то время после выхода, для вас есть отдельные новости. Прямо сейчас энтузиасты работают над декомпиляцией файлов игры для создания нативного ПК-порта. Прогресс огромный, уже вовсю запускают меню и работают над кодом, так что, возможно, к моменту вашего просмотра ПК-версия в кавычках уже стала реальностью. Для этого ролика я пошел более сложным и менее эстетичным для зрителя путем. Я специально купил PlayStation 3, карту захвата и сплиттер, чтобы пойти в встроенную защиту консоли и записать чистый геймплей. Лучше бы взял Xbox, потому что Midnight там выглядит лучше, но я же хотел в Infamous еще поиграть, поэтому в этом ролике вы увидите игру именно такой, какой ее получили игроки в 2008 году. Для меня было дилеммой выдать вам вылизанную картинку с эмулятора или показать все как есть, со своими нюансами оригинала. Надеюсь, вы это зацените. Итак, сама игра. Главный герой приезжает в Лос-Анджелес и знакомится с местным чемпионом по имени Бук. Тот по доброте душевной предлагает нам одну из 3 машин на выбор. Я взял Six, очень понравился ее антураж. У разработчиков получилось передать ощущение подержанной тачки. Очень вайбово смотрится. И вот нас выпускают в открытый мир. Рассекая по городу, мы натыкаемся на уличных гонщиков. Мигаем им фарами по канону серии и на перегонки летим к старту основного заезда. Такая пробежка перед началом нужна, чтобы подзаработать немного репутации. Репутация позволяет открывать различный тюнинг и стайлинг. Сами гонки построены в лучших традициях серии. Есть маршрут и контрольные точки, которые нужно пройти. Но в отличие от других игр, здесь нет жестких рамок. Ты можешь пролететь в приличном расстоянии от точки, срезать через дворы, и это все засчитают. В плане построения гонок игра приятно удивляет. Если снова вернуться к архитектуре города, то трассы спроектированы так, что со временем вы начинаете подсознательно, не теряя скорости, влетать в нужные срезки. Выиграв пару заездов, мы начинаем обрастать связями. Бук знакомит героя с местным механиком по имени Кэрол, русский эмигрант, который владеет мастерскими по всему городу. Теперь у главного героя есть возможность покупать новые тачки и тюнинговать свою колымагу. На момент 2008 года система стайлинга здесь буквально уделывала всех конкурентов. Но сейчас, по прошествии времени, она кажется мне довольно спорной, но перед тем, как кидаться в меня камнями, послушайте, что я имею в виду. Продолжая завиты третьей части, в Лос-Анджелес разработчики снова скооперировались с журналом и ателье DAB, чтобы сделать тюнинг максимально аутентичным. Здесь лицензировано буквально все, что можно, от тормозов Brembo и ковшей Спарка до обвесов, резины, дисков и так далее. Список брендов для винилов и запчастей огромный, те же диски или обвесы от известных ателье. К разработке приложили руку даже West Coast Customs, те самые ребята, которые тюнинговали машину в тачку на прокачку. Это одна из немногих аркад того времени, где можно детально настроить интерьер, поменять сиденья, руль, выбрать цвет подсветки в салон. Есть редактор винилов, который сегодня стал обыденностью. Есть возможность кастомизировать номера. Забавный факт, при разработке планировалось, что копы должны будут диктовать ваш номер по рации во время погони. Но в итоге эту систему пустили под нож. Выбор деталей на бумаге впечатляет. Бампера, фары, двери, ножницы, гидравлика, неон, капоты. Здесь есть буквально все. Система тюнинга тоже простая. Выигрываешь гонки, открываешь детали, ставишь. Также можно выбрать, какой бренд у тебя будет под капотом. Ничего это не меняет, но выбор есть. И вот тут я поговорю о нюансе. Сделать по-настоящему красивую, не стоковую машину в этой игре сложно. Бренды хоть и реальные, но многие бампера и фары выглядят просто ужасно. В большинстве случаев я ловил себя на том, что оставляю машину в полустоке, чтобы не портить вид. И ладно бы только колхозный дизайн мешал. Но нет, тут есть и другая проблема. Тюнинга попросту мало. На одну машину может быть всего один комплект обвесов, 2-3 бампера и 3-4 спойлера, некоторые из которых повторяются на разных автомобилях. Может быть, это я постарел, но в третьей части такого дефицита не ощущалось. В итоге стайлинг Midnight Club Los Angeles хоть и стал глубже в плане реализма и проработки салона, но как механика он как будто сильно похудел по сравнению с предшественницей. В дополнение к внешке на машину можно вешать геймплейные способности, помогающие в заездах. Например, электромагнитный импульс, вырубающий электронику соперников, или таран, который позволяет на время расталкивать трафик без потери скорости и вреда для игрока. Кстати, о вреде я ведь еще не сказал. Повреждения в этой игре просто шикарные. Мало того, что это одна из редких гонок, где на лицензированных тачках отрываются бампера и вдребезги лопаются стекла, так это еще и на геймплей влияет. Нет, машина не начнет ехать хуже, но если вы доведете машину до критического состояния, гонка для вас закончится. Авто можно
можно разбить как об плотный трафик, так и эпично влетев в заправку или просто разложиться об стену. Система столкновений с заборами и деревьями тоже аркадная. На большой скорости вы не врезаетесь в эти препятствия, а невидимым магнитом отталкиваетесь от них. Сделано это опять же, чтобы получать удовольствие от игры. Но теперь мое самое любимое. Если после жесткого заезда вы решите продолжить турнир или банально перезапустите гонку, то машина как бы чинится. На нее вешают целые детали, но они выглядят как бы ушные, серые, загрунтованные, будто их только что привезли с разборки и еще не успели покрасить. Вот такие мелочи ебать как радуют. Такого я вообще нигде не помню. Проходя игру дальше, нас познакомят с Энни, девушкой, которая познакомит нас с классом автомобилей люкс. В нашем случае выбор пал на Крайслер. К моему удивлению, эта тяжелая в реальности махина оказалась очень приятной в управлении. И да, машины делятся в игре на классы и типы. Классов в игре 4, так называемая производительность. От D самого низкого до A самого высокого. Чем выше класс, тем быстрее автомобиль. А вот типы тут поинтереснее. Есть тюнеры, обычно это всякие Mitsubishi, Nissan или Mazda. Это самый управляемый класс автомобилей. Дальше идут маслкары, полная противоположность тюнерам, тяжелые и неуправляемые. К примеру, вот у меня был Corvette, да, он здесь маслкар, и его заносило от малейшего движения стика в сторону. Люксовые, на вид как Chrysler или Mercedes E-класса, стоят относительно дорого по меркам экономики в игре, но в целом ездят как тюнеры. В какой-то момент Бук нас знакомит с парнем, которого мы жестко будем унижать на машинах. Он психанет и попросит выиграть 6 гонок по городу на мотоцикле, а затем у нас и дуэль с ним будет на этих самых мотоциклах. И знаете, в этой части это просто лютейшая имба. Мотоциклы в игре очень быстрые. Это первый вид транспорта, где я смог набрать больше 200 миль в час. Километры в час поставить нельзя. Они очень маневренные, почти из любой ситуации можно вырулить как супергерой. Минус в том, что их запас прочности ниже, чем у машин. И также с них можно слететь и потерять лидерство. У персонажа есть физика падения. Можно телом снести мусор на дороге. Также на мотоциклах есть перераспределение веса, позволяющее еще легче войти в поворот. Короче, когда становится доступен мотоцикл, переходить назад на автомобиль желание пропадает. Дальше идут экзотические машины. Самый жир. Мне повезло одну такую выиграть, и после ее получения в принципе других машин не надо. Летать по городу на 250 миль в час становится обычным делом. Еще есть полицейские тачки, и конечно же с DLC добавили класс Lowrider и сувы. Всего в игре чуть больше 60 машин. Марок относительно мало. Никаких Porsche, BMW или чего-то подобного. Автопарк маленький, на многих машинах вы покатаетесь, просто проходя задания. Из интересных механик перед покупкой можно машину протестировать, покататься по городу, тем самым понять, нужна она тебе или нет. Можно сдать свою старую машину в трейд-ин, тем самым получив скидку на новую. Возвращаясь к городу, очень сильно хочется отметить трафик. Это та игра, где реально много машин на дорогах, а на шоссе вообще надо играть в шашки, чтобы выжить. И здесь приходит на помощь физика игры. Это максимально и честная простая аркада. Здесь слегка сносит автомобиль на повороте, легко зайти в управляемый занос, просто приятно ехать и лавировать между трафиком. Войти в те же срезки в последний момент чаще всего реально. В целом это действительно неплохая аркадная физическая модель. Разница машин ощущается, и в целом все. Сама суть этой физики в том, чтобы на огромной скорости влетать в повороты и не терять скорость. Единственное, что на песке физика меняется и от резкого отклонения стика в машину перевернет прямо на дороге. Так что ждете хоть чуть-чуть реализма, хоть чуть-чуть оттормаживаний, до свидания, вам тут не место. Так, ребята, это не реклама, мы совместно с Мишей из канала Мичард 5 разыгрываем вот такую модельку BMW из Need for Speed Most Wanted. Условия проще некуда, надо подписаться на наши YouTube каналы и Telegram каналы. В моем Telegram канале опять же все условия. Все назад к ролику. Еще один момент, который я выделю, это камера от третьего лица. У нее много видов, но все они какие-то дерганые, динамические, играть с ними неприятно. Статический вид самый оптимальный для игры, либо же вид от первого лица со своей честной анимацией поворота руля на 900 градусов, который проигрывается по необходимости. В остальном вид от первого лица просто норм. Придирка моя заключается в том, что главный герой на автомате переключает передачи. А теперь о том, что напрягает больше всего. Это сама система прогрессии. Нас сходу кидают в гущу событий, мол, ищи гонщиков и побеждай. И не всегда понятно, какая из миссий необходима для продолжения. На карте куча гонок, половина из которых будет всегда, просто чтобы игрок мог заработать денег или репутации. Для прохождения игры надо проходить именно миссии, которых тоже очень много. Вот этот вот список, и опять же здесь проблема в том, что не ясно, что из этого является основным сюжетным заданием, а что является дополнительным. Но для прохождения игры на 100% весь вот этот вот список надо пройти. Задания повторяются до тошноты
тесноты. Выиграй по 6 гонок на каждом классе машин, вызови чемпионов на этих же классах, победи в турнире в каждом районе, выиграй гонки на ставке в каждом районе, выиграй у каждого тачку в районе, выиграй всех свободных гонщиков на шоссе. Это попахивает в какой-то момент безумием. Кстати, гонщики на шоссе мне запомнились. Это заезды, имеющие 2-3 контрольные точки, где вы, играя в шашки, пытаетесь победить соперника в гонке 1 на 1. Здесь просто система трафика еще раз очень сильно роляет. Однако в остальном затянутость видна невооруженным глазом, особенно учитывая, что видов заездов тут по факту всего 2 – спринт и круг. Мне понадобилось чуть больше 30 часов для прохождения игры, где всех катсцен минут на 17 от силы. Но даже это не все. В какой-то момент игра отправляет нас к Буку, где Бук говорит: все, чел, ты лучший, но чтобы победить меня, чемпиона, тебе надо выиграть боссов города. И ты еще раз катаешь по турниру на каждого босса. Затем идет финальный заезд с Буком. Все, главный герой, чемпион Лос-Анджелеса, казалось бы, овации и титры. Игра на этом не заканчивается. Нам звонит Кэрол, который механик, и говорит: ля, братиш, ты вообще такой хочешь стать моим партнером? Да, хочешь? Ну принеси мне на $1 миллион и поговорим. $1 миллион. Чтобы вы понимали, деньги тут копятся довольно тяжело. Купить машину — это одно, прокачать ее стоит чаще всего в 2, а то и 3 раза больше от ее цены. И на момент финала у меня чуть больше 100 было в кармане. В этот момент я психанул. Благо, я не продавал ни одну из своих машин, попрощался со слезами на глазах с автопарком и оставил свой верный Mitsubishi 3000 GT, на котором прошел очень много гонок. Дальше поехал смотреть финальный ролик, и главный герой просто отдает Кэролу этот вот $1 миллион, и все, титры. Самый крутой гонщик в городе, с кучей тачек, по идее, так и еще с 50% от всех мастерских города. Вот такой вот хэппи-энд. Однако тут игра все-таки сжалится над игроком. После титров все, что продается в мастерских, включая машины в автосалонах, становится абсолютно бесплатным. На этих машинах я уже и добил дополнительные миссии. Какие еще заезды есть в игре? Да никаких на самом деле. Как я и сказал, все завязано на спринтах и кругах. Есть турниры из 3 гонок, где за каждое место дают очки, и у кого больше к финалу последнего заезда, тот и победил. И вот, казалось бы, геймплей стал медитативным, тебе начинает надоедать, тошнить от него, ровно до того момента, пока тебя не пригласят на специальный турнир на предэкстремальной сложности, где приз — это тачка в эксклюзивном стайлинге от того же DAP, о котором мы говорили ранее. Ну думаешь, турнир и турнир, сейчас в очередной раз быстро его проскочу и дальше поеду. И это главная ошибка. Пройти такой заезд — это то еще испытание. Боты здесь жестче, они быстрее тебя, они подрезают, выталкивают навстречку или в трафик. Это жопа. На первый такой турнир я убил почти час времени. И самый прикол таких испытаний: в игре столько же, сколько и классов машин. В награду за страдания, например, мне дали знатно заколхоженный Chevrolet Camaro. В этих турнирах борьба идет даже не за первое место в гонках, а хотя бы за второе, чтобы там очками хоть как-то сложить себе победное место. Дальше по игре я уже открыл мотоциклы, выиграл Lamborghini и уже не парился с ними как ранее. Помимо турниров есть серии. Это почти то же самое, но с другой системой. Игра идет до 2 или 3 побед. Победил тот, кто первым набрал нужное количество первых мест. То есть серия может затянуться и на 5, и на 6 гонок, если ваши руки не очень прямые, и разные боты будут приезжать на первых местах. Где-то ближе к началу игры все ваши знакомые по очереди попросят победить тех или иных гонщиков в Pink Slip гонках. Это когда на кону стоит твоя тачка. Если что, о таких заездах в реальности у меня был отдельный ролик. Так вот, здесь кроется один из главных камней преткновения. Суть в том, что если ты реально проиграешь, например, разобьешь машину по пути, взлетишь на заправке или у тебя просто вырубят свет в реальности, автомобиль у тебя действительно заберут. Пока я писал сценарий, ребята в моем ТГ-канале рассказывали свои истории, как они на первых Pink-Slip гонках проигрывали свою единственную быструю машину, пытались отыграться, сливали вторую и в итоге оставались с какой-нибудь не очень быстрой и начинали копить заново. Многие на этом моменте просто забрасывали прохождение. Да, тут есть система отыгрыша, чел, который тебя выиграл, реально будет рассекать по городу на твоем автомобиле, и ты сможешь вызвать его на реванш. Я в своей первой гонке на тачку проиграл свою Риксу прямо на финише из-за глупейшей ошибки, врезался в срезку. Соперник по имени Лестер действительно забрал ее себе, и в следующей гонке он катался уже на моей Мазде. Позже я отыграл и свою Риксу, и его тачку в придачу забрал, но вот такие вот моменты в игре есть. Мой совет: если не хотите откатываться к началу, оставьте Pink-Slip гонки на потом. К середине игры у вас будет настолько много машин, что проигрыш будет вообще не фатальным и не заставит вас снова пускаться в бесконечный гринд. Также вместо гонки на тачку можно вызвать персонажа на гонку за определенную ставку. Выбираете нужную сумму, и тот, кто победил, забирает ее. Между миссиями Кэрол расскажет герою о том, что появились чуваки, которые починили у него в сервисе машину и не заплатили. Мы должны помочь нашему другу разобраться с мудаками. Берем его Бьюик, находим человека в городе и начинаем его долбить. Успел — красавчик, заработал бабла. Не успел — за нами выезжают вышибалы, от которых нужно убежать. Не убежал от вышибал — увидел то, как Лестер и его друг начинают бить главного
главного героя. Вот такой вот вид дополнительных миссий. Подзаработать норм. Но как-то даже жалко, что за всю игру в эту миссию ты играешь 2 раза. Там дальше по сюжету еще раз придется разобраться с должником, но в целом тебе этого делать не надо. В этом и беда. У игры бывают вот такие вот светлые моменты, где гонки разбавляют такими приколами, но они настолько редкие и мелкие, что становится грустно и вообще ты о них забываешь. Здесь также есть тайм-триалы, но даже их превратили в гринд. Тебе говорят, что вот есть трасса, на ней поставили рекорд времени, ты берешь машину, на которой поставили рекорд, проезжаешь, ждешь нового сообщения, ужас, твой рекорд побили, надо пройти гонку еще раз. Но если в первый раз ты проходил ее на чиле, то сейчас тебе придется немного постараться. Снова ждешь после финала и, о боже, опять ставит рекорд какой-то другой чувак. Ты снова его бьешь, но уже пытаясь уложиться в миллисекунды. То есть вместо одного адекватного тайм-триала ты проходишь один и тот же 3 раза. И таких тайм-триалов тоже штук 5, что ли. После того, как поставил рекорд в 3-й раз, тебе дают эту машину в гараж, к слову. Последний режим, доступный в игре, это доставка. Мы перевозим по просьбе Кэрола тачки клиентов на время. Нужно вести их аккуратно и быстро, иначе придется начинать сначала. Это уже на самом деле какая-то классика, но не рассказать об этом режиме я не мог. И это все, никаких дрифтов, дрэгов или еще чего-либо подобного. Как я и сказал ранее, часов через 10 игры у меня было дичайшее ощущение, что я занимаюсь какой-то ерундой. Я не видел в принципе смысла проходить игру, думал написать сценарий и так, тачки уже и так быстро ездят, сложность как была в 3 или вообще в 2, в Dark Souls от мира гонок здесь отсутствует. Бисайд, привет. Кстати, да, тут прям очень ярко выраженная резинка, известная как рубербендинг. Боты в этой игре имеют свойство догнать тебя через полкарты, даже если ты далеко от них и вообще не ошибаешься. Видел комментарии в интернете, мол, игра какая сложная. Она не сложная, она ужасно затянутая, но не сложная. Это первый Midnight Club, который я прошел, переигрывая всего пару раз гонки. И то это по факту были те самые турниры. Кто-то мне еще заявлял, мол, здесь чуть ли не лучшие копы в жанре, но если сравнивать с предыдущими частями серии, то да, они крутые. Просто потому, что раньше их по сути вообще не было, только как декорации. В LA полиция в открытом мире есть, изредка в гонках, но на деле они все равно остаются скорее элементом фона, чем полноценной механикой. Патрули ездят по городу, если ты попадаешь в их поле зрения или начинаешь откровенно беспределить, сбивать мусорки, таранить трафик или гонять по тротуарам, диспетчер по рации объявит, что ты в край охренел, и начнется поиск. Копы начнут спаунуться вокруг тебя, и надо ездить как бы поаккуратнее. Интересный факт, рядом со спидометром всегда висит ограничение скорости. Если проехать мимо патруля, не превышая этот лимит, копы тебя не тронут. Но если замес все же начался, у вас есть 3 выхода. Первый — классический, просто удрать. Второй, если нарушение пустяковое или погоня еще не началась, можно тупо остановиться, вы заплатите штраф и продолжите путь с того же места, где вас остановили. Ну и третий вариант — сдаться в горячей фазе. Тогда вас арестуют и отправят прямиком в участок. Ближе к середине игры ребята начинают банально задалбывать. Они возникают ниоткуда. Именно тогда, когда тебе нужно быстро доехать до старта гонки, в итоге ты просто шкеришься по углам, чтобы тебя не заметили. Копы здесь несложные, они просто мешают. С ними нет какой-то глубокой тактики. Это просто трафик, мешающий доехать до события. Все гонки запускаются из открытого мира. Чтобы начать гонку, тебе нужно до нее еще доехать. К слову о фоне. Мне нравится, что наш персонаж не тупой болван. Да, роликов в игре мало, однако в машине он постоянно общается с соперниками, кричит что-то вслед, или, например, когда мы включаем нитро, он орет от эмоций. Это прикольно. Соперники тоже не прочь постоянно крикнуть что-то вслед. У них у всех характеры разные. Один от аварии поржет над нами, другой будет переживать и спрашивать, мол, чел, все хорошо, ты цел. Да и сам антураж сюжетный хороший. Заправочки, подземки, крыши зданий. Собираемся на этих митапах с гонщиками, на фоне какая-нибудь популярная заправка 7-Eleven. Это действительно неплохо. В игре помимо лицензионного тюнинга и стайлинга есть еще и реальные магазины. Best Buy, GameStop, тот же 7-Eleven. Понятное дело, что это product placement, но он как раз таки добавляет вот этого атмосферного реализма. В какой-то момент есть ощущение, что ты действительно едешь по Лос-Анджелесу. А ведь это одна из первых гоночных игр, где был полноценный тайм-цикл, настоящая смена суток, так еще и дождь иногда лил, красивые солнечные закаты и самое главное, трафик напрямую зависит от времени суток. К примеру, вечером на шоссе плотность автомобилей больше, чем днем или ночью. В целом, на момент 2008 года, даже вот в эти 720p PS3-шных, игра выглядит красиво. Да, консоль на большой скорости не успевает прогрузить локации, но в целом-то хорошо. Единственное, что дальность прорисовки иногда прям очень сильно бьет по глазам, но еще раз, это PS3 и 2008 год. Если запускать на эмуляторе или Xbox One, то ситуация уже будет в разы лучше. А при чем тут GTA 5? Ну, если вы играли в GTA 5, то вы наверняка словили эффект дежавю от геймплея, который я вам показывал на протяжении ролика. Rockstar North во многом опирались на наработки San Diego.
Сан-Диего. Многие переулки, развязки перекочевали в GTA 5 почти без изменений. Да и реюз ассетов было бы глупо отрицать. Не говоря о том, что здесь появилась тема с общей картой, которая то приближается, то отдаляется, без каких-то прям очень долгих загрузок. Также, когда вышла GTA 4, фанаты разделились на два лагеря. Одни обожали мягкую подвеску и вес машин, другие плевались от того, что авто управляются как баржи на льду. Rockstar увидели эту реакцию и поняли, что для массового игрока нужна физика попроще. Midnight Club Лос-Анджелес стала идеальным полигоном. В ней уже был готовый код для аркадного цепкого управления на огромных скоростях, и когда началась активная фаза доработки GTA 5, движок Rage просто подкрутили, взяв за основу пресеты из Midnight Club. Если зайти в файлы ПК-версии GTA 5 и посмотреть на параметры хендлинга, то структура данных почти один в один повторяет логику Midnight Club. Возможность управлять машиной в полете — это фишка, которая была в том же Midnight Club испокон веков. В GTA 4 этого почти не было, а в GTA 5 это стало полноценной системой. Конечно, это не просто копипаст. В GTA 5 физику задушили, чтобы игроки не летали по городу на 300 км в час, но математика поведения колес, отклик на стик и то, как машина восстанавливается после заноса, это буквально работа Rockstar Сан-Диего. Не говоря о том, что многие разрабы оттуда после релиза Midnight Club ушли помогать Нортам в отделе транспорта и физики мира. Саундтрек — то, что в серии всегда было выполнено хорошо. В этот раз акцент сместился на больший уход в рэп. Тут вам и Ice Cube, и The Game, и Snoop Dogg, что логично для игры про Лос-Анджелес. Но саундтрек не ограничивается одним West Coast рэпом. Здесь отличная подборка электроники, рока и даже инди. Я откровенно подпевал под Disturbed, с кайфом послушал Дикидализм, Justice, который засветился еще и в том же Undercover, и, конечно же, всеми известная Day and Night. И еще один важный момент для тех, кто будет играть. В игре была функция пользовательского радио. На PS3 и Xbox 360 можно было подгружать свои треки прямиком с жесткого диска консоли. В какой-то момент игру убирали из цифры, потом ее возвращали, и список саундтрека похудел. Имейте в виду. И тут возникает вопрос. Если все так было круто, почему мы уже почти 20 лет не слышим о новой части? После релиза Midnight Club Лос-Анджелес студия в Сан-Диего оказалась в эпицентре производственного ада. Они пошли помогать разрабатывать Red Dead Redemption, которая шла невероятно тяжело, и Rockstar начала стягивать туда все доступные ресурсы. Команду Midnight Club фактически расформировали. Часть людей ушла помогать Rockstar North с транспортом для GTA 5, остальные погрузились в мир Red Dead Redemption. Ну и есть чисто финансовая причина. Rockstar осознали, что делать безумно дорогую лицензированную гонку — это огромный риск. За каждую машину, за каждый диск, за каждый трек нужно платить огромные роялти. Midnight Club стал жертвой эволюции Rockstar. Студия выросла из рамок простых игр. Никаких вам больше Максов Пейнов, Були и других экспериментов. Сейчас умение строить города приносит гораздо больше денег, если добавить туда стрельбу и криминальный сюжет. Для Rockstar Midnight Club останется технологическим донором. Он отдал свою физику, свой город и свои наработки для GTA. И что мы имеем в итоге по самой игре? Игроки получили неплохую, но очень затянутую часть серии, которую по большей мере использовали как раз таки как полигон технологий. Хорошая ли эта игра? Определенно. Лучшая в серии? Вряд ли. Прошел бы я еще раз ее полностью? Нет. Как-то так. А что вы думаете об игре? Проходили или нет? Что думаете о ролике? Оставляйте свои комментарии. Я теперь, как обладатель устройств для записи с консолей и консолей 6-го поколения, могу записать вам еще какие-нибудь обзоры на консольные тайтлы. Жду вас в своем логове в Телеграме, не забывая о розыгрыше, и увидимся. Пока. Вот сейчас в комментариях какой-нибудь умник напишет: а что ты про слипстрим не рассказал и про коллектаблсы? Ну вот, в игре есть слипстрим, который пополняет дополнительный баг нитро, он был во всей серии типа. А вот есть коллектаблсы, которые разбросаны по всяким закоулкам. За сбор их открываются легальные читы по типу бесконечного нитро. Все, я все сказал. Че с лицом?